Не исключена такая возможность, что мы вообще первая цивилизация в галактике. Что Земля может быть своего рода таким, знаете, как бы заповедником. Нет, не согласен. Значит, есть совершенно другое решение, по крайней мере, оно в принципе существует. Эти наблюдатели не могут вмешиваться в нашу эволюцию вовсе не по моральным соображениям, а из соображений собственной безопасности. Они вот смотрят на нас, а мы там жгем какое-то безумное количество топлива, ядерного топлива, угля, чтобы просто какие-то хэши считать, циферки и складывать их потом на криптокошельки, вместо того, чтобы заниматься действительно поиском внеземной жизни или каким-то конструктивом. Но по Луне невозможно ходить, не оставляя следов, понимаете? Если в течение последних миллионов лет, значит, они где-то там высаживались, они должны были наследить. На Земле на самом деле может быть марсианская жизнь. И самое странное, это, конечно, объект Оumuamua. Нашли куда? Нашли подходящую планету, полетели. Я могу сильно усилить вашу точку зрения. Друзья, это вторая часть увлекательнейшего общения с, не побоюсь этого слова, одним из моих вдохновителей, доктор физмат-наук Александр Дмитриевич Панов. Помимо того, что он доктор физмат-наук, он руководитель научно-культурного центра СЭТИ, председатель секции «Жизнь и разум во Вселенной» научного совета по астрономии РАН. Я очень надеюсь, что вторая часть будет не менее интересна, чем первая. Для меня они одинаково увлекательны. Надеюсь, вы получите удовольствие от просмотра. Если мы говорим с вами про такой далекий полет, что вот там лететь тысячи лет, вы вот сами с точки зрения... Вот я понимаю, научный скепсис, он должен быть. Вы человек науки. Но как вы считаете? Что в начале разговора вы сказали, что не согласны с тем, что уран — это безальтернативное решение. Что может быть еще? Для чего? Для вот такого далекого полета, для такой большой миссии, для таких вот безумных расстояний. Уран в смысле топлива. Ядерных двигателей. Да. Вы сказали, что вы не согласны с тем, что это безальтернативный источник. Да, нет, не согласен. Значит, есть совершенно другое решение, по крайней мере, оно в принципе существует. Значит, я напомню, что сейчас существует такой проект, называется он Breakthrough Starshot. Это, значит, есть фонд Breakthrough Foundation, который организовал Юрий Мильнер, значит, наш бывший соотечественник, сейчас он гражданин Соединенных Штатов. Он финансирует несколько интересных проектов. Значит, он является сейчас главным источником финансирования для проблемы SETI. Вот он на 10 лет $100 миллионов как бы дал, и сейчас, кстати, в 2025 году вот этот первый период его финансирования кончается с 2015 по 2025 год, и я пока не знаю, что будет дальше. И еще он финансирует, в частности, проект Starshot. Это что такое? Это проект нанозвездолетов. Значит, нанозвездолеты — это действительно устройство, значит, весом несколько грамм делается, которое предполагается сейчас запустить к Проксиме Центавра. Значит, Проксима Центавра — это очень интересная цель, потому что вокруг Проксимы Центавра, это самая близкая к нам звезда, 4 световых года, вращается планет земного типа в зоне ожидания, да. в зоне обитания. Но это красный карлик. Это красный карлик взрывающийся. Поэтому очень интересно было бы посмотреть, на что похожа эта планета. А как она может нам показать, на что она похожа? Там такая маленькая громовая, значит, устройство, метр на метр полуволновая пленка, которую лазер порвет при ускорении Земли. А вот почему порвет? Вот это интересный вопрос, порвет или нет. Значит, этот проект развивается. Значит, он продолжает сейчас развиваться. Значит, там должна быть какая-то очень миниатюрная камера, которая предполагается это разогнать до скорости, если я правильно помню, 0,2 скорости света. Значит, предполагается сделать это с помощью оптического паруса. Значит, оптический парус будет ускоряться лазерной фазированной решеткой, установленной на Земле, например, или в ближнем космосе. Вот в ближнем космосе уже нужен капитал не 100 миллионов. Это да. Сейчас речь идет о проекте. Это не НИР. Это НИР, это пока не сам проект. Но там деньги тратятся. Вот, значит, по физике, нужна будет какая-то электроника, которая, значит, отснимет, проведет какие-то там минимальные исследования вот этого самого, значит, этой планетной системы, значит, запишет в своей внутренней памяти и потом с малой скоростью будет отправлять обратно на Землю, например, используя вот этот самый оптический парус в качестве
Отражатели. антенны? Да, конечно, в качестве Но ведь рефлектора. сама звезда безумно фонит. Что она сможет с такой маленькой мощностью отправить на фоне? Это в радиодиапазоне будет Ну, даже в отправляться. радиодиапазоне. Не, в радиодиапазоне наши передатчики вполне как бы конкурентоспособны. В общем, я детали этого проекта не знаю. Главное в этом проекте что способ ускориться до заметных долей скорости света существует в том случае, если источник энергии не находится на ускоряемом объекте. В данном случае она находится на Земле. Ну, пассивное ускорение. Да, пассивное ускорение. Лазерное, ну или как оно? Ну да, пассивное. Значит, лазерная фазированная решетка находится на Земле, все энергоресурсы находятся на Земле, аппарат ускоряется. Так что, значит, но это речь идет о нанозвездолетах. Значит, с принципиальной точки зрения, это масштабируемый проект. Его можно сделать большой космический парус, там в 1000 квадратных километров, приделать к нему вполне макроскопический, значит, какой-то аппарат, в который, ну, даже и, в принципе, людей можно поселить, уж не говоря о каких-то там этих самых роботах. И с Луны запускать. Откуда-нибудь с Луны запускать, так, чтобы через атмосферу не пробиваться, да. Но проблема существует. Вот вы долетите со скоростью 0,2 скорости света до того места, куда хотите долететь. Тормозить. А тормозить как? А очень просто. Вы сможете затормозиться, если у вас есть конечная станция. И если с конечной станции будут светить вам навстречу лучом. А откуда ее взять, космическую станцию-то? А договориться. Надо решить проблему SETI, и другая цивилизация вам сможет смонтировать, да, такую конечную станцию там на орбите собственной звезды без проблем. Очень интересно. И поэтому между обитаемыми мирами перелеты со скоростью, как бы сколь угодно приближающейся вообще-то к скорости света, не запрещены. А как же физика космических лучей? Неужели мы можем... Здесь нет ничего принципиального. Значит, нужно какие-то, конечно, разрабатывать способы там активные, пассивные, еще какой-то защиты. Все это, но это все, понимаете, это вот принципиальная сторона проблемы, она уходит, потому что такого рода звездолеты не должны вести с собой топливо. Вот, понимаете, это трамвай такой. Только полезная нагрузка. Только полезная нагрузка, все, да. И защита, к сожалению, от космических лучей, но от нее никуда не денешься. Да, полезная нагрузка, защита от космических, все. Можно пошутить, что этот модуль жилой надо ребром так вот направить, как уже шутили до этого, с этим маленьким модулем. Наверное, это будет одна из мер, а еще лучше не ребром, а сделать этот... Ну, вот так вот под наклон. Конечно, ну там же при высоких этих самых факторах лоренцских факторах, у вас как бы все вот эти космические лучи, которые вам бьют навстречу, они будут очень сильно коллимированы вам навстречу, и поэтому хорошо будет сделана работа защита, сделана в виде такого длинного столбика вещества. Да. Ну, понимаете, это все технические проблемы. Вот принципиальные проблемы, они все решаемые, надо понимать. То есть... ну знаете, вот строить на Луне всякие там атомные станции, чтобы там безумные гигаватты энергии где-то как-то вырабатывать для запуска этих лазеров фазируемых, безумное количество лазерных этих решеток должно быть фазируемых на Луне. Это такое ощущение, что дела настолько далекого будущего. Понятно, да, что нет... Конечно, это должна быть уже цивилизация как бы далеко за вот этим самым нашим технологическим взрывом. Да. Речь идет о другом. Речь идет о том, что эта проблема принципиально разрешимая. Да. Вот я как бы не согласен с Борисом Евгеньевичем, что можно перемещаться только вот с маленькими скоростями между звездами. Это проблема решаемая, если речь идет о как бы связи между обитаемыми мирами. Но чтобы мир стал обитаемым, надо его сперва заселить. А заселить... Нет, почему? Другая цивилизация. Но это только если мы решили проблему SETI. Есть, да. Это очень важная оговорка. Она настолько сильно важная оговорка, что, пожалуй, что это лимитирующий фактор. Ну, тут возникает множество разных сценариев. Другой сценарий – это вы сначала обеспечиваете мельное диффузное распространение вашей цивилизации между звездами. Вот по как раз сценарию Штерна, вот, который он рассматривает. А это миллионы лет. Ну, может быть и миллионы, но когда эта диффузная медленная волна прошла, вы внутри освоенной области можете устроить вот такое курьерское сообщение. Можно, но знаете, что печально? Вот сколько в поперечнике наша галактика? Там 30 кило, да, по-моему, 30 килопросек, что-то такое. Ну, типа того. Да, не сильно много. Такое ощущение, что вот этот вот поиск, вот даже если мы что-то нашли подходящее, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, Уран-235, он ведь сильно-сильно сужает радиус достижимых звезд, потому что
бесконечно много топлива взять не получится. Какое-то разумное количество топлива, но это сколько? 30, 40 световых Ну, это, лет, конечно, 50? не так должно происходить. Нет, это вот если вот говорить об этой диффузии, то это должны быть, конечно, сначала ближайшие звезды, это должно быть освоение систем ближайших звезд. Но в ближайших звезд мы не нашли ничего подходящего. Ну, на орбите вокруг звезды точно может существовать. На орбите там вокруг будет и пояс звезды, астероидов, там будут материалы, там будут полезные ископаемые. У Проксимы нет ни пояса, ни... Ну, это неизвестно, что у нее там есть. Наверное, там какие-то ресурсы можно найти в этой системе. Ну, в общем, по крайней мере, между такими звездами, где есть что-то вроде пояса астероидов или что-то такое, пусть даже там и нет потенциально обитаемых планет, там можно делать такие глобальные космические станции, которые будут базой для организации дальнейшей диффузии. То есть оттуда снаряжается с нуля новые экспедиции, потом они долетают до следующей ближайшей звезды. Не обязательно же лететь с Земли сразу черт знает куда. Но только если нашли куда? Нашли подходящую планету, полетели. Ну, если нашли планету, она распространяется вот таким вот диффузным образом по галактике, не обязательно сразу преодолевая огромное расстояние. Можно просто от звезды к звезде перелетать. На это нужны там десятки тысяч лет. 20-30 световых лет не такое большое расстояние. Ну, на расстоянии 20-30 световых лет, между прочим, уже находится множество звезд, и там есть из чего повыбирать. А как это оценивается? Вот, насколько я понимаю, мы смотрим с Земли и видим какой-то очень узкий уголочек неба. Понятно, что у нас есть карты, которые мы составляем, да, так вот итеративно обкладывая зонами наблюдения звездное небо. А как мы потом понимаем, сколько там может быть каких-то планет и куда нам вообще смотреть? Потому что мое мнение такое, видимо, какая-то там происходит... Я не знаю, вот мы говорим про оценочное, да, количество примерно подходящих там нам звезд, планет, неважно. Это какая-то Монте-Карло симуляция или что? Или как-то... Бог. Нет, или это прямое наблюдение только? Это прямое наблюдение в каком-то смысле, с небольшой экстраполяцией. Но мы сейчас ищем планетные системы в основном методом транзита и угловых скоростей. Ну вот эти два метода, когда два метода подтверждают друг друга, то, значит, считается планетная система точно открытая. Ну, помимо этого, есть еще и много неподтвержденных транзитов методом этих самых спектральным методом. Мы среди систем, значит, которые были обнаружены методом транзитов, обнаруживаем системы с планетами земного типа в зоне обитания. Их там мало. Вот планетные системы типа нашей найти вообще невозможно. Находятся они у более холодных звезд, где немножко более тесные орбиты, и там искать попроще. Вот. Мы там находим очень небольшое количество планет, значит, земного типа в зоне обитания. Сейчас их известно там штук, я точно пара не помню. дюжин. Нет, примерно 65. Ну, чуть больше пара дюжин. Да, ну, да. порядок такой. Но потом мы знаем, какую долю звезд мы можем исследовать этим методом. Мы делаем простую экстраполяцию на те звезды, которые мы исследовать не можем. И можем оценить, значит, с какой вероятностью вообще как бы наугад взятой звезды будет хорошая планета земного типа в зоне обитания. Ну и, в общем, получается, что даже довольно пессимистическая оценка 10%. Да. Вот с вероятностью процентов 10 или даже лучше у наугад взятой звезды будет приличная планета. Ну вот, пожалуйста, получается, что в радиусе там несколько десятков световых лет, ну, десятки планет должны десятки быть. Таких объектов есть куда лететь. Да, но их десятки, а видим-то мы объектов миллионы, десятки миллионов. Вот, значит, эволюция техническая, она не стоит на месте. Чтобы знать, куда лететь, нужны, конечно, уже теперь телескопы другого типа. Космические интерферометры гигантские. Да, инфракрасные космические интерферометры. Это все находится в пределах технической, но не политической достижимости. Вот технически все это можно сделать гигантские решетки, значит, фиксированные вот лазерными же интерферометрами, чтобы они свои геометрии сохраняли. Вот. Понятно, как в принципе все это делать. Ну, на это нужна политическая воля, и это очень дорогие будут инструменты, значит, которые должны делаться не одним государством, а совместно. И, скорее всего, для этого нужно уже иметь какие-то серьезные научные базы космического базирования, я думаю. Да.
Потому что вся эта техника должна делаться уже прямо в В космосе. космосе как-то собираться гигантские структуры. Да, потому что на Земле замучаешься делать Астроинженерная, это. да. И потом еще выводить это все Да, нереально. с дна воздушного океана выводить, который корежит все, да, и с огромными ускорениями. Все это страшно сложно. В космосе это сделать все гораздо проще сразу. Ну, нужна соответствующая космическая промышленность. Вы знаете, общаясь с вами, я, наверное, уже перестал стесняться озвучивать свое мнение. Понятно, что оно основано на каком-то моем смещенном представлении, но мне действительно иногда кажется, что Земля может быть своего рода таким, знаете, как бы заповедником, да, и нас могут сознательно не трогать просто потому, что будь цивилизация сильно развитее нас, наверное, было бы очень, может быть, интересно, может быть, даже неправильно вмешиваться в те кризисные периоды существования цивилизации, ну, которые так или иначе не знают о существовании этой более высокоразвитой цивилизации. Вот как вы считаете, может ли это быть, наверное, вот мне кажется, это самое вероятное объяснение парадокса Ферми, мое мнение. Значит, я могу сильно усилить вашу точку зрения. Значит, во-первых, в начале нашего разговора я говорил о том, что наш объект, наша цивилизация для галактики, скорее всего, уникален. Вот такая цивилизация, как наша, в галактике, скорее всего, одна. Значит, по своей физической сущности это что такое? Это то место, где эволюция, грубо говоря, с уровня троглодитов пытается пробиться к уровню, ну, так скажем, сверхразума. И это место, если другие цивилизации существуют, для них в силу вот этой своей уникальности должно представлять крайне интересно должно быть. Поэтому следовало бы ожидать, что вокруг нас есть толпа наблюдателей, которые смотрят за тем, что здесь происходит. Вот. Но эти наблюдатели не могут вмешиваться в нашу эволюцию вовсе не по моральным соображениям, а из соображений собственной безопасности. Значит, смотрите, в чем тут дело. Вот мы проходим через экзистенциальные кризисы. Значит, эти экзистенциальные кризисы – это обычно либо неадекватно связаны с неправильным использованием технологиями, либо с какими-то неадекватными выплесками агрессии. Вот. И ни в коем случае нам нельзя эти кризисы помогать преодолевать. Почему? Потому что агрессивные. Вот смотрите, я сейчас точно очень сформулирую, в чем тут дело. Если мы этот кризис преодолели самостоятельно, мы установили блоки против этого кризиса, чтобы подобные явления в будущем не повторялись. Вот, некоторые мы сделали компенсаторы агрессии, компенсаторы неправильно использованных технологий, компенсаторы чего-то еще, о чем мы сейчас даже представить себе не можем. А если какая-то высокоразвитая цивилизация вмешается в нашу эволюцию и поможет нам преодолеть этот кризис, то у нас этот иммунитет выработан не будем. И мы получим новый уровень еще более высоких, еще более опасных технологий без соответствующего компенсатора проявления агрессии. И что же будет дальше? К следующему кризису мы придем уже без этих компенсаторов, нам будет преодолевать его еще труднее, и что нам снова помогать? Еще легче самоубийца. Еще легче самоубийца, а если раз за разом нам помогать, то в конце концов мы обретем чрезвычайно высокие технологии без всякого компенсатора правильного их использования. И мы станем представлять огромную опасность не только для самих себя, но уже и для других цивилизаций. Вот. И они должны подумать о собственной безопасности. И вот соображения уже собственной безопасности и безопасности галактики должны как бы говорить им о том, что ни в коем случае нельзя вмешиваться в нашу эволюцию. Либо мы должны преодолеть эти кризисы сами, либо мы должны погибнуть. В противном случае мы просто станем представлять опасность для всех. Естественные отборы тут. Вот, то есть, смотрите, мораль здесь не ночевала. Абсолютно. Просто соображение безопасности. Угу. Абсолютно. Ну, кстати говоря, мораль тоже не исключена. Мы вот, скажем, сейчас стараемся не вмешиваться в жизнь каких-то амазонских племен, но не из соображения безопасности, а просто уже и по моральным соображениям. То есть ситуация может быть еще и более сложной, то есть какие-то моральные соображения могут работать на этом фоне, но, как бы с моей точки зрения, главным здесь остается просто соображение безопасности, и всякие разные моральные соображения, они отнюдь этому не противоречат,
Они, наоборот, находятся как бы вполне в фазе с тем, что происходит. Да, но с другой стороны, виды, находящиеся на грани исчезновения, мы берем под защиту. Потому что на нашей планете уже не идет дарвиновская эволюция. Да, наша среда обитания постепенно становится все более и более искусственной. Как бы вот, ну, Я понимаю, о чем вы. Если Да. мы берем какой-то определенный вид под защиту, как бы это... Мы нарушаем... Между прочим, соображения безопасности здесь не упускаются. Ну вот взять, скажем, каких-нибудь волков, да? Вот, между прочим, приходится искусственно поддерживать их численность на разумном уровне, чтобы, если мы будем как бы только бороться за их неисчезновение, их станет слишком много. Они всех там этих самых оленей съедят, а в результате, ну, там полностью нарушится экологическое равновесие. Вот, но что этим самым внеземным цивилизациям начать нас отстреливать, в конце концов, если что-то мы начнем делать не так, это все как-то нехорошо, да. То есть вот эти вот самые соображения безопасности, они даже вот в том контексте, который вы сейчас упомянули, присутствуют. Но тем не менее мы этим занимаемся, не забывая о соображениях безопасности. Вот уже даже то, что мы сейчас вынуждены об этом думать, говорит о том, что эти же самые соображения должны вот работать в космическом контексте. А вот если говорить о контакте, как вам кажется, где-то, когда-то, вот какие-то свидетельства его наличия, или, в принципе, сам этот контакт, он мог уже быть? Потому что если речь идет о переносе жизни, то наверняка это не предполагает обязательного какого-то, знаете, как в каких-то научно-фантастических фильмах прилетают инопланетяне, там, да, вот как вот в фильме есть «Прометей», там он прилетел, выпил какую-то жидкость, на аминокислоты распался, и вот там запустилась дарвиновская эволюция, которой тут не было. Вот наверняка у вас были такие мысли. Может быть, каким-то образом сюда можно космическую археологию привязать. Насколько это маргинальная тема для обсуждения, я не знаю. Но раньше было популярно говорить, вот там где-то на Марсе есть какие-то пирамиды, какие-то, Ой, может быть... это, конечно, чепуха. Не в том контексте, да, в основном. Но как это сильно дискредитировало само направление научного знания, которое называется космическая археология. Я не спорю. Но вот как вам кажется, где-то в прошлом следует искать техносигнатуры или нет? Следует, я могу сказать даже точно где. На Луне их надо искать. Ух ты! Значит, Ничего это себе. очень простая ситуация. Значит, если Земля когда-то, когда еще, если, например, разума не было, ну, так сказать, система Земли посещалась какими-то внеземными существами, как бы, ну, они могли позволить здесь тогда себе появляться, потому что это не повлияло бы критическим образом на эволюцию. Но вот они вполне могли высаживаться на Луне, да? Но если они высаживались на Луне, то на Луне ведь дождик не идет. Ветер не дует, там кроме как бы метеоритной бомбардировки ничего нет, а под действием метеоритной бомбардировки поверхность деградирует очень медленно, за миллионы лет. И вот следы остаются, присутствие. Да, если в течение последних миллионов лет, значит, они где-то там высаживались, они должны были наследить. Поэтому вот археология Луны – это вполне себе хорошо научно обоснованная вещь. И более того, проект такой есть. Значит, во-первых, нужна съемка поверхности Луны с разрешением, ну, типа полметра. Вот такие съемки есть. Но надо понимать, что эти съемки это миллионы, значит, каких-то там, или десятки даже миллионов, не знаю, сколько точно отдельных снимков, глазами их не просмотришь. Значит, нужен искусственный интеллект, который алгоритмы компьютерного зрения, да, то есть что-то. Ну, вот, который должен просматривать эти самые штуки, и эти снимки, и искать там каких следы техносигнатур. Это должен быть какой-то, значит, обученный искусственный интеллект. И вот, значит, я просто знаю, что в архиве электронных препринтов, значит, архив такой есть. Значит, была опубликована статья, где, значит, был проект, это было довольно давно уже, где, значит, делался искусственный интеллект для просмотра этих самых снимков с целью поиска техносигнатур. Более того, этот, значит, проект был каким-то образом обучен, не знаю как точно, не помню просто как, и испытан на местах посадки Аполлонов. Ух ты, нашли? Ну, конечно, да, он работает. Вот единственное, что я как бы с грустью должен констатировать, что продолжения этой истории не было. Не было публикаций больше. Да, я не знаю. Вот теперь нужно было бы этот искусственный интеллект напустить на весь архив этих самых лунных снимков и посмотреть их с помощью техносигнатур. Но, по-моему, этого то ли этого никто так и не сделал, то ли как бы почему-то результаты были не опубликованы. Не могу сказать. Ну, тут два интересных момента. Первый, если это
цивилизация такая развитая, наверняка она умеет и заметать за собой следы. Ну, это если захочет. Да, а второй момент, что все-таки посадка Аполлона — это слишком явная техносигнатура, очень грубая, потому что очень много всего оставлено, техники, очень много оставлено следов, очень много оставлено, ну, следов присутствия, грубо говоря. По Луне невозможно ходить, не оставляя следов, понимаете? Да, но если они такие развитые, зачем им там нужно ходить? Ну, может быть, да. Не, ну, то есть, такую вещь искать вполне осмысленно. Другое дело, что можно возразить, сказать, что мы можем ничего не найти, даже если они там были. Но Конечно, искать надо, можем, я с вами да. согласен. Но если не искать, точно не найдешь. 100%. Оно не упадет нам на землю, на голову. Ну, в общем, тут много всяких есть как бы источников, которые эту проблематику всячески дискредитируют всеми возможными способами. Вот, кстати, дискредитация. Сейчас бы я хотел затронуть еще один вопрос. Сейчас давайте я сам к нему вернусь потом. Хорошо. Но, тем не менее, задача остается совершенно осмысленной. Ну вот где еще можно поискать? В поясе астероидов. В поясе астероидов. Ну, там... На Марсе. На Марсе нет. Почему? Туда, в отличие от Венеры, можно было приземлиться. Приземлиться можно было, но поверхность Марса подвергается очень серьезной эрозии. Очень. Там эти следы за несколько тысяч лет не сохранятся. Да, смотря какие. То есть, ну, может если быть... это какой-нибудь глубокий котлован, да, если кто-нибудь, конечно, не сохранится, а если кто-нибудь там просто прошел слева направо, то все следы будут. А вот на Луне нет. На Луне нет. Вот, значит, по поводу дискредитации, и вы уже один раз затронули как бы эту проблематику, я сейчас просто к ней уже сам хочу вернуться по собственной инициативе. Значит, это объект 3А Атлас. Вот здесь вот все очень нехорошо. Мне очень тут на сей раз не нравится деятельность Ави Лёба. Вот Ави Лёб — это был человек, который очень правильные вещи написал про Оumuamua. Более того, он книжку издал. И вот он, собственно, и написал про то, про что я уже рассказывал, про то, что это должна быть пленка. Ну, у него там есть всякие фантазии по поводу того, что эта пленка является там космическим парусом. Вот это уже ниоткуда не следует. Мы просто физически, вот единственная физическая модель этого объекта, которая согласуется со всеми наблюдениями, это пленка, точка. Вот это точное научное утверждение. То, что это пленка искусственного происхождения, это уже, конечно, гипотеза. Но мы не знаем других способов образования пленок в космосе, поэтому это очень весомый аргумент, что это может быть как бы артефакт действительно. А вот теперь он все те же самые вещи говорит про 3А Атлас. А на самом деле 3А Атлас по всем параметрам это самое обыкновенное. Ну, не самое обыкновенное, очень, конечно, интересное, но это комета. Ну, скорость 200 с лишним тысяч километров в час. Ну, такая нормальная, она же внесолнечная, это обычная пекулярная скорость движения звезд относительно друг друга. Именно с такой скоростью должны прилетать к нам внезвездные тела. Газовый след очень странный. Ничего странного. Ну, она в основном состоит из замерзшего углекислого газа, не замерзшей воды, даже и в Солнечной системе такие планеты известны. Ну, есть не, конечно, орбита входа в систему. Что? Орбита входа в систему очень странная. Нормальная. Вот если говорить о плоскости эклиптики, так вблизи плоскости эклиптики вероятность входа как раз максимальна. Там она пропорциональна проекции косинуса угла входа на плоскость эклиптики, а косинус угла максимален для нуля. Поэтому как бы она прилетела с наиболее вероятного направления. Ну чему здесь удивляться-то? В общем, ничего здесь, что указывает на искусственную природу, нет вообще, совсем. Какие-то там маленькие вероятности, которые Ави Лёб, в общем-то, ну, на одних вероятностях анализ не построишь. Это чистая как бы спекуляция. И что здесь плохого вот в том, что он говорит? Он смешивает две сущности, и он дискредитирует объект Оumuamua. Я согласен с вами. Люди перестают серьезно относиться к объекту Оumuamua, но объект Оumuamua, он требует серьезного отношения. Абсолютно. А объект 3А Атлас — это чисто объект астрофизики, который как бы требует серьезного отношения с совершенно другой точки зрения. Я, кстати, слышал, что объект Оumuamua мог прилететь из созвездия Близнецов.
есть такая теория, что вот как-то там посчитали. По-моему, он прилетел с направления созвездия Лира, или улетает в направлении созвездия Лира. Одно из двух. Я к своему стыду забыл. Почему вот этот вот проект называется Лира? Да. Вот я и хотел сказать, что там это связано с названием проекта, как его догнать. Да. Вот. И цвет. То есть я где-то читал, еще было некое исследование насчет цвета поверхности Оumuamua, что он был... красноватенький. Да, такой. Свидетельствует о том, что он был долго очень в пути. Косвенно, по крайней мере. Скажем честно, неизвестно, о чем это свидетельствует. Неизвестно. Поскольку неизвестно, из чего он сделан, может, он сделан из красного пластика. Да, из красного пластика или из красного золота. Там, да, но это согласуется с тем... из красной платины, кстати. Все из платины в космосе можно делать, вообще здорово. Все будет долго летать, долго работать. Значит, эта модель, и поведение Оumuamua прекрасно согласуется с тем, что это кусок алюминиевой пленки, который покрыт красноватым нагаром из углеводородов. Вот эта модель прекрасно работает и объясняет все вообще свойства Оumuamua. Да, если с этой точки зрения смотреть, действительно это объясняет большую часть. Но мне кажется, что, к сожалению, вот этот прецедент 2017 года с Оumuamua, он, как ни крути, будет использован и дальше для дискредитации этого объекта, потому что, понятно, комета Борисова, слишком комета, 3I Atlas, как-то вроде как комета, да, все говорят комета. Да комета, кто-то... вот если бы Авелио не поднял бы свой голос, то и так бы и говорили, что это комета. Вот в этом-то и проблема, что вот эту снарядить экспедицию... неадекватный шум он поднял. Да. Неадекватный. А зачем снаряжать экспедицию за Оumuamua, который тоже наверняка комета, как и ваш распиаренный 3I Atlas? Вот я и говорю, что мне очень не нравится активность Авелио, потому что он дискредитирует Оumuamua, который нельзя дискредитировать. Абсолютно точно. Вот как вам кажется, когда я говорил об экспедициях, распространения жизни, полетов куда-то к звездам, в частности, обычно в научной фантастике речь идет там 21-22 век, где-то более или менее близко к нашему времени. Вот что бы вы хотели, чтобы мы как человечество поняли о космосе до конца этого столетия? Именно о космосе? Да. Прежде всего, если там жизнь разум. Это самое важное. Да. Я не знаю, позволено ли нам это сделать, потому что вот у меня в голове существует модель уникальности нас, как космического объекта, и того, что за нами наблюдает, и по этой же, из этой же модели следует, что нас должны, может быть, как-то огораживать от слишком ранних знаний, чтобы дать нам возможность эволюционировать естественным путем и вырабатывать вот те самые иммунитеты, о которых мы говорили. Поэтому я допускаю даже, что нас каким-то образом искусственно загораживает от проникновения в вот этой самой информации. Космическое сообщество. Да, о космическом сообществе. Я это не исключаю. Но мне кажется, что эти соображения, они не противоречат тому, что все-таки надо следы внеземного разума искать. Вот потому что, если мы это сделаем, приложив адекватные усилия, это в каком-то смысле, может быть, от нас требует достаточно сильных вложений, например. И вот эти достаточно сильные вложения сами по себе являются преодолением, формой преодоления определенного кризиса, в котором мы находимся. Потому что, смотрите, если мы узнаем, что внеземной разум существует, и тем самым вот эта зона сингулярности проходима, мы же совсем другой стимул получим для нашего собственного существования. Мы будем понимать, что есть к чему стремиться, и это может очень сильно поменять обстановку просто на планете Земля. И, может быть, это есть форма той естественной уже эволюции, которая предполагается в отношении нас внеземным разумом. Черт ее знает. Поэтому, с моей точки зрения, вот то, что мы сейчас делаем, ищем внеземной разум, может быть, это с их точки зрения есть некоторая естественная вещь, которой мы должны заниматься, и при этом приложить в этом направлении, например, достаточное количество усилий каких-то. Вот это будет определенный барьер, который мы должны преодолеть. Поэтому вот это является стимулом для того, чтобы лично я этим продолжал заниматься. Например, так. Вот так бы я объяснил. Мне что сложно? Мне кажется, с их стороны они смотрят на нас, а мы там жгем какое-то безумное количество топлива, ядерного топлива, угля,
чтобы просто какие-то хэши считать, циферки и складывать их потом на криптокошельки, вместо того, чтобы заниматься действительно поиском внеземной жизни или каким-то конструктивом. Вот интересно мне, возвращаясь к вашему прошлому ответу, а что бы вы сделали, если бы у вас был безграничный бюджет? Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы отдыхают, вот у вас есть триллионы долларов. Что можно сделать, чтобы ускорить эти поиски? Или как-то их можно... Ну в этом смысле понятно. Нужны просто инструменты другого типа, которые сейчас пока что не существуют. Вот. Но это как бы отдельная история уже, что это за инструменты, которые, кстати говоря, лично я над этим и работаю, вот над другими инструментами. Давайте, здесь просто стоит сказать тогда несколько слов, как устроена проблематика с этим, и что нужно, чтобы было понятно. Значит, вот, как я уже говорил, мы ищем не самих себя, а кого-то, так скажем, условно, кто находится на более высокой технологической стадии развития. Для того, чтобы это искать, нужно какие-то модели внутри себя строить, что мы ищем. Вот, существуют разные модели, и самая простая классификация таких моделей – это, значит, уровни цивилизаций по Кардашову, по уровню их производства энергии. Вот цивилизация первого типа – это, грубо говоря, планетарная цивилизация вроде нашей, или, может быть, чуть-чуть посильнее. Потом цивилизация второго типа – это цивилизация там, с энергетикой типа их звездной. Там можно дальше фантазировать, но это уже не обязательно. Вот, значит, вопрос, что мы ищем? Значит, методы поиска будут зависеть от того, что мы ищем, цивилизации первого типа или второго типа. Вот проще начать с цивилизации второго типа. У них более заметная. Не потому что более заметная, у них колоссальная энергетика, и они могут сделать что? Они могут, в принципе, если им для чего-то это надо, звезду обложить. Построить не звезду, во-первых, они могут и звезду обложить, и кроме того, они могут построить маяк. Излучатель, который будет светить, значит, все время во всех направлениях. Маяк. Да, маяк. Им по энергетике это разрешено. И поэтому, если мы ищем сигналы и посмотрим своим радиотелескопом там, с нужной длиной волны на эту звездную систему, то когда бы мы ни посмотрели, мы зафиксируем сигнал. Вы же занимаетесь анализом этих данных, полученных с лабораторий на Байкале. Вот сейчас я к этому подойду. Вот смотрите, значит, какая должна быть методика поиска осмысленная? Мы просто перебираем звезды одну за другую, да? Мы смотрим в течение какого-то небольшого времени на звезду, видим, что там сигнала нет, и говорит, что там нет цивилизации. Какой? Цивилизации второго типа. Про первую цивилизацию мы сказать ничего не можем. Абсолютно. Вот теперь, как была устроена программа SETI с момента ее возникновения, как она устроена сейчас? Вот первый проект был проект Озма, когда была Тау Китао Эпсилон Эридана, и что было сделано? В течение нескольких десятков часов посмотрели сначала на Тау Кита, потом на Эпсилон Эридана, и на этом закончили. Что искали? Цивилизацию второго типа. Вот. Что было дальше? А дальше было то же самое. Просто к этому списку прибавлялись все новые и новые звезды. Вот таким вот образом, именно таким образом просмотренных звезд сейчас несколько тысяч существует. Формула Дрейка, она, из таких более или менее разумных соображений, говорит, что вряд ли следует ожидать разумной цивилизации ближе, чем 1000 световых лет от нас. 1000? 1000. Это радиус. Да. А в радиусе 1000 световых лет вот таких кандидатов, где стоит поискать, порядка миллиона. Значит, что мы сделали? Мы просмотрели, грубо говоря, 1/1000 часть того, что нужно было посмотреть, с точки зрения поиска цивилизации второго типа. А что мы сделали для поиска цивилизации первого типа? Ничего. А как должна выглядеть цивилизация первого типа? У нее другие энергетические ресурсы. Предположим, у нее есть внутренний стимул передавать о себе информацию. Вот мы же передаем уже 100 лет радиоволну. Да. Это говорит телевизор, радио, там что у нас Да не там? только, мы и космические передачи передаем.
специально. Вот Александр Зайцев. Но космические мы передаем относительно недавно. А, допустим, первая радиопередача, сколько там уже, 100 с лишним лет прошло там, со времен... Ну, их довольно трудно понять, они широкополосные, но что интересно... Но периодика там есть ведь все равно. Что интересно, мы и космические передачи передаем. Это доказывает, что стимул передавать о себе специальную информацию в космос, он может существовать, потому что он у нас уже существует. Вот, ну вот, допустим, есть цивилизация, которая хочет действительно на большое расстояние передать информацию о себе, и это цивилизация первого типа. Значит, у нее ограниченная энергетика. Что она может для этого сделать? Она должна взять узконаправленный луч, где может быть тогда сосредоточить большую плотность энергии, и, значит, светить на, с ее точки зрения, подозрительные объекты, где можно существовать другой разум, значит, один за другим, вот сканировать их, либо просто сканировать медленно таким вот узконаправленным лучом небо. Значит, что мы можем с их стороны зарегистрировать? Это в неизвестный момент времени и с неизвестного направления появившийся короткий сигнал. Вот, и для того, чтобы зафиксировать такой короткий сигнал, вот эта вот методика, которая всегда используется в проблеме с этим, она совершенно не подходит. Вот, никакие радиотелескопы существующие, они для этого не подходят, потому что они смотрят в одну единственную точку неба. А нужен непрерывный просмотр всего неба в идеале. Вот, есть ли такие инструменты? Ответ: их нету. Вот это вот то, что надо было бы делать. Значит, в радиодиапазоне, в принципе, это сделать можно. Это должны быть так называемые фазированные решетки. И должно же быть огромное количество. Сколько квадратных километров? Дело не в квадратных километров, нужно не очень много, но в такой фазированной решетке должна быть очень большая плотность маленьких дипольных приемничков. Маленький дипольный приемчик — это вот такого вот размера, такой вот стерженек, ну или крестовина, потому что нам нужны сантиметровые волны. Вот, они должны стоять достаточно часто. Это очень дешевая штука, вот такая вот решетка, но к ней нужно подключить суперкомпьютер. Который бы... Да, и таких суперкомпьютеров, которые мог бы, значит, из этой решетки сделать систему, которая будет смотреть на все небо одновременно, а это в принципе возможно сделать, но таких суперкомпьютеров в природе не существует пока. Вот, значит, можно ли их сделать? Ну, в принципе, да, можно, но это безумно дорогое дело, и на это воля нужна. Вот таких инструментов нет. И это радиодиапазон. А вот тут вдруг оказалось, что эту идею гораздо проще реализовать не в радиодиапазоне, а в оптике. В оптике? В оптике. То есть можно увидеть? Да. Вот, значит, можно показать. А как увидеть, если волна сантиметр? Нет, оптика это... Нет, я понимаю, оптика — это прямое наблюдение. Да. Но вы говорите, что мы в радиодиапазоне ищем волны сантиметр. Вот я хочу сказать, что в радиодиапазоне все направленные наблюдения — это задача, которую очень трудно решить. Вот, и ее гораздо проще оказалось решить переключиться в оптический Мы переходим в оптический... Вот, значит, теперь в оптический диапазон. Как передавать информацию в оптическом диапазоне? Да давно известно. С помощью лазера. Просто моргать лазером, да. Вот, и оказалось, что нужны лазеры совершенно со скромными параметрами для того, чтобы передавать информацию через всю галактику. Приемниками оптическими с довольно низкой чувствительностью такие сигналы можно будет принять. Ну вот какие нужны лазеры? Это нужны лазеры мегаджоульного диапазона, то есть в одном импульсе мегаджоуль энергии. Значит, самое интересное, что на Земле такие лазеры уже есть. Наверное, у военных где-то есть такие в загашниках. Нет, вполне даже у мирных. Такие лазеры используются в программе инерциального термоядерного синтеза. Это вот Китай, который сейчас... Не Китай, Соединенных Штатов. Да. Я думаю, что военные тоже думают о таких лазерах, еще даже более мощных лазерах. То есть это вполне совершенно технически решаемая задача. Но здесь нужны широкие апертуры лазеры. Но это не сантиметры, это должны быть метры? Типа, сотни метров, километры. Километры? Да, но это не проблема. Это лазерная фазированная решетка. Это именно тот инструмент, который собирается использовать для Старшот. Но важная оговорка. Для Старшот-то мы должны светить всего там метр на метр площадь этой полуволновой пленки, которая... А здесь мы должны создать плоский фронт. А здесь нам нужно на Луну вывести или куда-нибудь околоземную орбиту. Так это, в общем, технических проблем здесь больших нет.
И уже прототипы лазерных фазированных решеток, небольшие, существуют. Понятно, что все это технически решаемо, и это под силу цивилизации первого типа. Да. Вот. Хорошо, вот такая штука у вас будет делать наносекундные импульсы, что и делают лазеры, которые у нас уже есть. И вы просто с помощью этих наносекундных импульсов элементарно организуете морзянку какую-то. Условно, любую периодику. Да. Совершенно не проблема передавать какой-то осмысленный сигнал. Вот, и оказалось, что вот такого рода сигнал вполне можно поймать на Земле. И вот это как раз то, чем мы сейчас начали заниматься. Это вот вы упоминали установку около озера Байкал. Да. Действительно, там, есть массив детекторов, который на самом деле предназначен для физики космических лучей. И вот оказалось, что с помощью него можно ловить вот такие вот наносекундные импульсы внеземных лазеров. Правда, вот тот инструмент, который сейчас... Попутно калибрую установку, кстати. Да. Это очень полезное оказалось дело для физики. Правда, она не просматривает все небо, она смотрит, правда, в 11-й радиан. 11-й радиан — это значит конус с раствором 60 градусов. То есть это огромный кусок на небе. И она не может, к сожалению, смотреть небо непрерывно, а смотрит только в ясные ночи. Это любой телескоп так устроен. Но понимаете, это шаг, и это первый шаг в сторону решения проблемы поиска цивилизации первого типа, наконец. Вот если цивилизация первого типа тоже поймет, что проще зарегистрировать ее оптические сигналы, чем радио, а она должна это понять, потому что мы это понимаем, и начнет сигнализировать в оптике, мы их можем увидеть. Сколько сезонов вы уже отсмотрели? Отсмотрели мы сейчас уже 5 сезонов, и информация по первым 4 сезонам уже опубликована, еще 2 сезона, всего уже 6 сезонов обработано, сейчас пишется новая статья, в общем, работа идет. По крайней мере, 8 сезонов точно будет отработано. Надо сказать, сейчас это единственная работающая программа на Земле этого типа. Сейчас в Соединенных Штатах готовится еще один похожий проект, и готовится он уже давно. Насколько мне известно, он с 2016 года готовится. Это проект называется Panoramic SETI. Panoramic. То есть идея та же самая. На самом деле это будет... Чтобы немножко другой радиан взять, чтобы конус был побольше наблюдений, нет? В современной реализации это все тот же 11-й радиан будет. Чувствительность будет здесь немножко выше, раз в 5, насколько я помню, если я не ошибаюсь, чем у установки, которая около Байкала стоит. Но это не очень существенно. Он будет лучше в том отношении, что он будет захватывать часть близкого инфракрасного диапазона. А это CO2 лазер, понимаете? CO2 лазер — это такая штука, которая как раз удобна для этих наносекундных импульсов. А у нас оптика. У нас оптика, более того, в основном она настроена на зеленый диапазон. Но уже развиваясь, по крайней мере, с 2017 года или 2016 года, эта система сейчас существует пока в виде 3 прототипов маленьких телескопчиков. Что это будет? Это будет мозаика телескопов. Мозаика дешевых телескопов, которые сделаны с использованием так называемых френелевских линз. Это не выпуклые стеклянные линзы или какие-нибудь вогнутые, а это такая пластиковая пленка, на которой канавки нанесены. Дешевые получаются такие телескопчики, и где-то около 40 таких телескопов должны будут в совокупности покрывать стеродиан на небе. Но сейчас, я говорю, этот проект существует в виде 3 работающих прототипов этих телескопчиков, а их должно быть сделано 40 штук. Как будто их наклепать не так трудно. Казалось бы, да. Да, этот проект финансирует тоже Breakthrough Foundation. И с моей точки зрения это самое важное, что там сейчас делается. Совсем не покупка времени на обычных радиотелескопов, на что потратили на основные деньги Мильнера, а этот проект Panoramic SETI. Но у нас, видите, уже 7 лет наблюдений есть, даже из них 6 обработаны. А они пока что еще находятся только на уровне прототипов, поэтому мы в этой серии методик очень сильно их опережаем. Доминируем. Очень сильно, да. То есть мы тут сейчас, безусловно, единственные лидеры на Земле. Было что-то подозрительное за все 7 сезонов? 8. Очень одно странное событие было зафиксировано в самом последнем обработанном сезоне.
Но оно все-таки какое-то немножко, я бы сказал, кривое событие, немножко оно не тянет на оптический импульс, но вот как бы объяснить природу этого события мы пока не можем. А какие-то статистические оценки делаются, то есть насколько это вероятно, ну какие-нибудь там вот p-value считаются или еще что-то в этом роде? Ну, здесь как бы вот на уровне одного события никакой статистики провести невозможно, потому что статистика начинает работать с двух событий. Да, но имеет там же Вот, куча других событий. Здесь по смыслу просто идет обработка этого события, и видно, что оно очень похоже на регистрацию действительно плоского, значит, оптического фронта очень удаленной вспышки. Но кое-что там не так. Я к тому, что численно нельзя, да, так вот сказать, что вот с такой-то вероятностью или вот, допустим, с таким-то приближением, потому что пока что... Я так хочу сказать, наверное, это можно сделать, пока что это еще не делается, это просто более глубокий анализ будет того же самого, и нельзя объять необъятного. Вот нельзя сделать все сразу. Вот мы постепенно эту методику углубляем, улучшаем, дополняем ее разными другими компонентами. Сейчас мы там стали еще искать и испарение первичных черных дыр. Ничего себе. А в этот весь анализ... потому что они тоже могут создавать наносекундную вспышку света. А кто разрабатывает весь программный код для этого анализа? Тут много разных компонентов программного кода. Частично как бы программный код создает коллаборация. Это вот как бы нижние уровни, этажи. А вот смысловую часть этого кода, которая уже именно вот артефакты и оптические вспышки отсеивает, это уже вот лично я просто делаю. А есть какие-то публичные репозитории с этим программным кодом, чтобы можно было его посмотреть желающим? Это, вы знаете, это, как показывает опыт, для того, чтобы создать программный код для публичного использования, требуется на порядок больше работы. Вот такого, к сожалению, ресурса Просто, нет. может быть, знаете, это как вот в случае с Linux, да, вот куча есть волонтеров, кто там контрибутил в ядро Linux, там, или ребят, которые много чего сделали для open source решений, просто светлые головы со свободным временем. А ведь это все руки, понимаете, бесконечные руки, которые могли бы быть полезны. Ну, понимаете, здесь просто ресурсов не хватает. Тут фактически я один делаю весь софт, вот этот высокоуровневый софт. На то, чтобы сделать публично понятный код, на это у меня ресурсов не хватает. И это на самом деле, ведь, понимаете, это он работает с реальной физической аппаратурой, и 99% этого кода — это те части софта, которые исправляют разнообразные ошибки, которые возникают в аппаратуре. И как бы человеку, далекому от этой деятельности, чрезвычайно сложно объяснить, что там делается. Вот из этой части публичную часть сделать просто реально совершенно невозможно. Больше времени уйдет на документацию, которую ты не будешь читать. Это просто заведомо. Это совершенно точно, Понял. что никто эту документацию до конца прочитать и осилить Просто не сможет. этот вопрос вам никто не задавал, я очень хотел его задать. Мне он был очень интересен. Вы сказали про лазер, термояд на лазерах США, я упомянул Китай. Что-то мне подсказывает, что термояд на лазерах не взлетит. Что вот как будто Нет, он делается не для взлета. Это делается для энергетической станции на Земле. Ну вот. Нет, я извиняюсь, уже и реакция с энергетическим выходом больше, чем была продемонстрирована. Ну, из розетки-то все равно мы больше взяли энергии. Энергетический выход меньше был, чем из розетки. Нет, выход был больше, чем затрачен. А я читал, что меньше был. По-моему, больше. Надо проверить. Мне кажется, что вот они как раз провели демонстрацию реакции с энергетическим выходом. Знаете, с учетом всяких накладных расходов, конечно. Да, и потери энергии. Но была получена энергия больше, чем вкачанная. И плюс еще она очень краткосрочно была получена, то есть вспышка лазера. Ну, конечно, да. То есть нет, уважаемые зрители, те, кто думает, что вот есть лазерный термояд, вы можете от него запитаться и свой там телефон зарядить, к сожалению, пока нет. Кратковременная вспышка, чтобы экспериментально подтвердить вообще целесообразность всех этих исследований и вложенных туда денег, она, да, действительно была. Но что вы считаете касательно вот термояда? Понятно, что, может быть, даже как-то в теории можно было бы и полететь на каком-нибудь термоядерном двигателе еще быстрее, чем на ядерном двигателе, но даже на Земле его пока нет. Вот так вот, чтобы энергетический выход был больше вложенной энергии, больше вкачанной этой энергии, безумной энергии, которая требуется. Там же все эти бесконечные пороги реакции, все эти бесконечные критерии, там, какой там множество их.
инженерные трудности, вот эти вот все токамаки, которым уже по 70 лет, но вот бьются и бьются головой об стену. И среди физиков есть шутка, что вот до термояда 30 лет. Вот как... Мировая константа. Да. Кстати, вот как число Е, там, как число Пи, вот можете говорить, что вам столько же лет, сколько осталось до термояда, все будут понимать, что вам 30-ка. Как вы считаете, все-таки мы пробьем лбом эту стену или нет? Хотя бы на Земле. Я молчу уже там про полеты куда-то далеко на нем. Ну, наверное, в конце концов это будет сделано. Я не знаю. Конечно, это предполагает какой-то дополнительный еще рост развития в технологиях, потому что сейчас понятно, что в принципе это вещь осуществимая, но очень получается много накладных расходов. Но я лично думаю, что скорее всего, если что-то получится в рамках все-таки программы токамаков, это вот управляемый термоядерный синтез в тороидальных ловушках. Да. Вот. Я не знаю, как насчет инерциального ядерного синтеза. Ну, кто знает, как бы будущее нам предсказать не должно. Но вот чтобы сделать на термоядерном двигателе звездолет... Дейтерий гелий-3. Это как бы уже извините, потому что здесь очень много получается накладных расходов, как бы очень сложная установка. Вот ядерный реактор — это, знаете, консервная банка. Там самая главная проблема — это излучение тепла. Но там нужен критический объем. Ну да, но все остальное просто. Американцы, кстати, в 3 куба загоняли. Вы видели это? Американцы загоняли его в 3 куба. Вы видели, был такой эксперимент в 70-е годы? Ну, видимо, как летающий самолет хотели такое сделать на ядерном двигателе, либо автомобиль, я не знаю. Но минимальный объем, в который удалось загнать, по-моему, 500 мегаватт, если я не ошибаюсь, был 3 куба всего лишь. Правильно, все правильно, да. Ну, вот меньше этой комнаты в разы. Ну, это вот тот самый реактор, который предполагалось установить на ядерный буксир «Зевс», вот, который обсуждался в сети. Да. А между прочим, первые прототипы ядерных двигателей с большой тягой были испытаны в 70-х годах еще. Но потом решили, что лучше не связываться, потому что как обеспечить адекватно... То есть рассматривались двигатели ядерные, на которых можно будет с Земли взлетать. Вот и прототипы такие были сделаны, но не стали с ними связываться, решили, что это слишком опасно. То есть это проблема решаемая. Я говорю, что обычный ядерный реактор — это, в общем, простая штука. А вот термоядерный реактор — это очень непростое устройство и как бы вот много накладных расходов, связанных с дополнительной массой огромной. Поэтому вряд ли вот это легко пойдет. То есть будут эти махины на Земле стоять в лучшем случае? Да, на Земле, может быть, будут. И то? Ну, может быть, будут сделаны термоядерные реакторы в качестве космических термоядерных установок для космической промышленности, но не для ракет. Да. Потому что ускорять все вот эти вот железяки чрезвычайно будет дорого. Очень дорогое удовольствие. Да еще и все-таки это не просто так, что ты загрузил топливо и ушел по своим делам. Очень, очень сложный процесс поддержания работы этого реактора. Ну да. У меня буквально несколько очень интересных для меня, ну буквально парочка интересных вопросов. Вы упоминали Станислава Лема несколько раз за это интервью. Кто ваш любимый писатель, фантаст? Можно русских, можно не русских, любых, любой принадлежности. Мне очень интересно бы это было узнать. Ну, два моих любимых писателя-фантаста — это Иван Ефремов и братья Стругацкие. А Станислава Лема я очень уважаю не как писателя-фантаста. Как философа? И не как философа. Как визионера. Он как бы человек, он мыслитель, понимаете? Он имел глубокое естественно-научное образование, он не был философом. Просто философия ему была не чужда. Он был универсальным мыслителем, но я могу назвать еще одну фигуру, похожую на Станислава Лема, с моей точки зрения, которая вообще не является писателем. Роджер Пенроуз. А чем он похож? Он считается он очень широкий и глубокий мыслитель. Он одновременно физик-математик, физик-теоретик, он одновременно глубокий математик. И как бы вот в его сферу внимания очень огромное количество проблем входит. Это очень универсальный мыслитель. Вот это как бы редчайшие типы человеческого разума. Вот. И сам Станислав Лем не считал себя писателем. Это просто вершина айсберга. Он пытался довести как бы для обывателя осколки тех мыслей, которые у него были в голове. Вот. А вообще Станислав Лем — это просто очень глубокий мыслитель. И самое
те вещи, которые мне больше всего нравятся, которые я больше всего, ценю, которые он написал, это вообще неизвестные практически его вещи, с моей точки зрения, просто непрочитанные диалоги, называется, и «Сумма технологии». Очень глубокое произведение, очень. Вот. Ни то, ни другое, не художественная литература. Не читал. Вот. Художественная сторона его творчества тоже, конечно, на высоте. Но мне кажется, что как мыслитель он важнее. Правильно будет сказать, что вы считаете величайшим научным фантастом? Научными фантастами, наверное, братьев Стругацких, если мы говорим именно о научной фантастике. Ефремов и Стругацкий. Вот Ефремов, он вообще сформировал полностью меня, не только в смысле занятия наукой, а полностью мое мировоззрение. А Стругацкие потом, во-первых, они просто совершенно неподражаемые, как мастера художественного слова, а во-вторых, они, конечно, много чего добавили к тому, что я получил от Ефремова. А Беляев? Вот знаете, я считаю величайшим научным фантастом Беляева. Я оцениваю, я понимаю, но это был человек, который просто поражает силой духа своего человеческого. Да. Фантастика. Кстати говоря... Обстоятельства его жизни, да? По-моему, похожая личность — это Александр Грин. Похож. Интересное сравнение. По обстоятельствам жизни, потому что они сделали. Слушайте, действительно похож. Это вот такая жесткая, красивая романтика на выходе и тяжелейшая жизнь на входе. Жизнь. Гражданская война, потом смерть в нищете. Ой. Это очень, очень две похожие фигуры. А вот представляете, Беляев, да? Жесточайшие обстоятельства, гражданская война, отказы в печати, да, говорят, что мы тебя теперь не можем издавать, там, да, потому что теперь надо писать тебе там, значит, на другом языке, скажем так. Но, тем не менее, ужасные обстоятельства жизни, особенно последняя треть, вот это просто фантастика. И такие визионерские вещи. Вот, например, в рассказах профессора Вагнера там такие сценарии есть, которые сейчас, просто не экранизировать, просто преступление. Например, там был рассказ про то, как пришли камевояжеры продавать роботов во всех домах, пришли к какому-то толстосуму богатому, а это оказались не роботы-помощники, а те, кто его грабят. То есть вылезли из этих роботов грабители, ограбили, ушли. Вот сейчас Илон Маск там роботов своих продает, как-то программно ограничит, и говорит, что будут там из Индии операторы, которые подключаются и будут что-то делать. То есть продавец воздуха, это же просто шедевр. Это же просто шедевр. Нет, я назвал вам фамилии в том порядке, в котором они оказали лично на меня влияние, и которых, я бы так сказал, я больше всего перечитывал потом. Но это не означает, что я других не ценю. Вот Беляев, упомянутый Александр Грин, они входят в их число. Да. И вот очень много сейчас говорят про бессмертие, да, вот голова профессора Доуэля. То есть, мне кажется, как визионер Беляев был очень сильный. Вот это сейчас модное слово, мне оно не нравится, отвратительное слово. Но с точки зрения того технологического развития, которое он представлял, показывал читателю, мне кажется, он непревзойден. Вот мое мнение. Потому что Стругацкие все-таки в эпоху технологического оптимизма в основном творили, да, то есть мы в космос полетели, понятно, что там эпоха застоя брежневская, но тем не менее... В этом смысле, да, я согласен, конечно, сила духа у Беляева, она просто потрясающая. Очень. Очень потрясает. Вот меня это потрясает до глубины души. Понятно, что можно сказать, там где-то это слегка детские, слегка наивные произведения, но на самом деле я преклоняюсь перед масштабом его как личности и часто очень его перечитываю. Я с вами совершенно согласен. Очень хотелось бы поставить, знаете, такую, может быть, запятую, может быть, просто как вопрос подумать. Один из, наверное, это завершающий вопрос на сегодня. Если бы у вас была возможность задать всего один вопрос, на который бы вы получили точный ответ, количественный, качественный, неважно, вот точно, исчерпывающий ответ, какой бы это был вопрос? Адресовано неважно кому, от глобальному какому-то разуму из мультиверса, какой-то, который живет бесконечное время, и он точно может вам дать исчерпывающий. Что бы это был за вопрос? Я не уверен, что на тот вопрос, который бы я хотел задать, существует столь однозначный ответ. Вот в чем дело. То есть в такой замкнутой форме может быть как раз проблема, которая меня сейчас больше всего интересует, она как раз и состоит в том, что замкнутого ответа на этот вопрос не существует. Вот хотелось бы об этом подумать. Этот вопрос вообще относится к физике. Грубо говоря,
я все-таки физик на самом деле. Между прочим, вот проблематика сети и проблема поиска внеземного разума, она у меня никогда не занимала больше 10% времени. Я в основном физикой занимаюсь. И в физике самая главная сейчас проблема — это как соединить квантовую теорию с общей теорией относительности. Это то, что называется квантовой гравитацией. А по-другому ее, можно сказать, как бы в чем суть всего. Вот, потому что, как сейчас кажется, если одно с другим соединить удастся в понимании природы прорваться на какую-то совершенно новую глубину, которая сейчас не представлена нигде. Но на самом деле природа может быть устроена таким образом, и вот это вот одна из печальных возможностей, что, может быть, в человеческих понятиях на этот вопрос не существует ответа. Вот интересно, вот как раз об этом хотелось бы подумать. Поэтому, понимаете, простого вопроса не получается. Это очень круто. А как вы считаете, что сильнее всего изменило бы человечество? Вот то, что мы ответили на проблематику сети, утвердительно удалось понять, что Амамуамуа — это техносигнатура, это действительно какой-то там кусок астроинженерного объекта, который отвалился, прилетел с какой-то скоростью из какой-то звездной системы. Или наши поиски ни к чему не привели, и, к сожалению, проблематика сети перестала быть актуальной просто потому, что нет соответствующего запроса. Как вы считаете, что сильнее всего повлияло бы на человечество? На этот вопрос ответить невозможно по очень глубокой причине. По той причине, что мы сейчас вошли в зону полной непредсказуемости. Все как бы дальнейшие телодвижения нашей человеческой цивилизации будут зависеть от массы непредсказуемых случайностей. И поэтому ни на один определенный вопрос такого типа невозможно даже предположительно дать какого-то ответа. Вот. Я просто могу сказать, что не знаю, потому что на этот вопрос, как и на любой другой вопрос о нашем будущем, в виде прогноза ответы давать сейчас невозможно и бесполезно. Да, футурология не наука, а область знаний некая, да? Мы не можем ничего так... Футурология сейчас может существовать в лучшем случае в виде перечисления сценариев, без каких бы то ни было вероятностных оценок, по какому сценарию мы пойдем, и с гарантией, что мы какие-то сценарии пропустили. Но вот эта оценка, что мы находимся в этой точке бифуркации, она же интервальная, то есть мы понимаем примерный срок начала. Да. И мы видим какую-то интервальную оценку, точку входа, да, предполагаем, что где-то какой-то точкой выхода должно послужить какое-то событие, либо какой-то примерно год с каким-то отклонением плюс-минус. Вот насколько широкий интервал этого технологического взрыва? Понятно, что мы уже там уперлись во многие вещи там, по производству. Вот здесь вот можно дать какие-то разумные оценки. Видно, что шкала времени, на котором это будет происходить, лет 100. Это, собственно говоря, именно шкала технологического взрыва и его затухания. Из которых прошло лет 20-30. Ну, откуда считать, так скажем, да. Ну, это можно сказать, что, считать от парового двигателя или считать от начала освоения космоса, не знаю. Но в любом случае, вот полная продолжительность времени вот этого очень критического времени в развитии человеческой цивилизации, это 2-3 сотни лет максимум. А вот по моим ощущениям, то, что нам осталось, это как бы максимум сотни лет. Вот спустя сотни лет уже можно будет сказать, вот чем все кончилось, и прошли мы через этот фильтр или не прошли. Скорее всего, ответ уже будет к этому времени понятен. Но через 20-30 лет никакого ответа еще не будет. 20-30 лет ближайшие, и это... Конец 21 века. Приблизительно так, да, начало 22-го. Вот, к этому времени основные вопросы должны будут решены. Там будет понятно более-менее и с парниковой катастрофой, как будет все развиваться. А вы считаете, действительно это вот так неотвратимо? Абсолютно. А угольный период? В угольном периоде гораздо больше СО2 было в атмосфере, температура выше была. Время, вот то, что сейчас происходит, не имеет никакого прецедента в истории по скорости изменения климата. Ну, глупый вопрос, вот у меня есть. 2011 год, извергается вулкан в Исландии, перекрывают кучу полетов по Европе, и за время его извержения выбрасывается в атмосферу СО2 больше, чем интегрально за все время существования человечества. Ничего подобного.
Нет, Как? нет. Антропогенная деятельность увеличила концентрацию СО2 в атмосфере в 2 раза больше с естественным уровнем. А вдвое увеличилось, понимаете? Это уже не Но в шутки. угольном периоде было больше СО2 в атмосфере намного. Это гораздо медленнее все происходило. Система успевала подстроиться. Это происходило за миллионы лет, а здесь десятки лет. Вот. Это прецедент, эти темпы изменений абсолютно не имеют никакого прецедента. Сценарии, вот тем, которым я сейчас доверяю, они очень как бы тяжелые. Вот даже если мы сейчас вообще перестаем СО2 производить, ничего не меняется, потому что система очень инерционная. Вот существующая температура, она существенно ниже равновесного уровня, который отвечает современной концентрации СО2. Вот. И эта концентрация СО2 должна сильно падать, а она не будет быстро падать. И все равно температура будет подтягиваться к этому уровню. И тут как бы не исключена парниковая катастрофа типа венерианской. Ну, то есть какие-то аэрозольчики распылять придется в атмосфере, да, альбедо Другое дело, что с этим можно бороться, причем разными способами. Можно ставить противосолнечный как бы экран в точку Лагранжа, который будет отклонять солнечные лучи. Можно распылять аэрозоли, но это очень дорогие проекты, для которых нужны объединенные усилия всей Земли обязательно. Вот. А это уже вопрос политический. И поэтому, вы знаете, вот этот клубок вопросов, он оказывается весь зацепленный друг за другом. Да. Потому что без индустриализации не было бы выбросов СО, но без индустриализации мы бы не подошли вообще к проблематике SETI никогда в жизни. Не было бы никаких средств развития и познания космоса, по крайней мере, там чего-то кроме наблюдательного телескопа, да, примитивный. Да, и еще к тому же это самая парниковая проблема, это не единственная проблема, которая нам светит, их много проблем. В общем, и находимся мы в точке бифуркации, а точка бифуркации, вы правильно сказали, это точка бифуркации, полифуркация более того, и, значит, здесь траектория принципиально непредсказуема. Это сильно печалит. Нам никуда не деться. Да. На позитивной ноте хотелось бы отметить, что данное общение при просмотре онлайн поднимает уровень интеллекта примерно на 3-4 процентных пункта IQ. Поэтому смотрите, радуйтесь, смотрите, живите, радуйтесь. Мы все живем, смотрим, радуемся. Не задумывайтесь сильно над этими проблемами, но имейте в виду, что никуда от них нам не деться. Разумная осторожность, бережное отношение к окружающей среде, да и в общем и целом просто будьте людьми приличными. Александр Дмитриевич, я не знаю, как вас благодарить, это просто фантастика. Ваша беседа со мной сегодня надолго останется у меня в памяти, она останется еще надольше на кинопленках, которые можно будет пересматривать. Благодарю вас еще раз. Друзья, напоминаю, Александр Дмитриевич Панов. Обязательно посетите его официальный сайт, я прикреплю ссылку. Там уже невероятное количество интересных статей. Если трудно читать, пытайтесь пользоваться подсказками, искусственным интеллектом, как-то самостоятельно вникать. Но поверьте, оно того стоит. Это сильно влияет на вас как на личность, стремление к познаниям. И надеюсь, сегодня мы хоть у кого-то его побудили. Всем еще раз большое спасибо. Пока. Спасибо.